Загорелась изба над печкой. Посветлело, утро похоже. Спится хорошо. Заснул поздно. Новый день. Днем надо дров заготовить. Кстати, тут помимо бокового входа есть же еще торцевой. И через него можно выглядывать. О, да там солнце светит. Ага, надо что-нибудь заряжаться, на солнечную панель поставить. Стенка теплая у печки. Сверху. О, сверху не могу даже руку удержать долго. Хорошо, греется домик. Сколько там температура? Здесь 5,6. Ну, в принципе, не холодно, учитывая, что морозина всю ночь была. Ну и печку так не слышно. Возможно, она там потухла уже. Вылазить лень было. Но в палатке у меня сейчас 17 с лишним градусов. В том, что здесь я напустил холодного воздуха только что отсюда. Палатка в домике — это крутой способ ограничить жилое пространство, сделать себе комфортно. Ну а печка — это уже просто чтобы поднять так в среднем температуру вокруг. Все-таки не сравнить объем домика и объем палатки. Палатки согреться в маленькой проще в домике. Да и без домика на самом деле проще, если отапливать, естественно. Новый день. Начинается новый день. Даже солнцу вставать не лень. Смотри, что там на улице творится. О! Ну, а конденсатор тут на наружном тенте. Да не, вроде слегка влажно, но так, чтобы вело, прям нет ничего такого. О, перепад температуры не сильно большой. Эта штука, она просто охлаждается. Она не сильно не конденсируется, она пары пропускает. Так, что там у нас на улице? Ух ты, солнышко светит. Отлично, отлично. Так, я тут сделал небольшую такую петельку. Ну, в целом теперь так вот палку отодвинул и все. Неудобно. Туда поставил ее. Все, и можно выходить спокойно. О, снежок был небольшой. Тут солнце недолго ходит. Чисто вот над этой горкой всходит и вот на той заходит. И все. То есть буквально она тут полдня, а не целый день. Ну, вообще, судя по высоте солнца, я, конечно, уже дрыхну. Наверное, середина дня уже. Вот это я выспался. Да.
Надо бы окошко открыть на день. Вот это. О, по-моему, так лучше, светлее сразу. Славно. Теплый воздух заходил сюда, инеем покрыто. Что там у нас в печке? Да потрескивает. О, дровняку большую просадил. Видно, что угли горят. Сейчас она, думаю, начнет и так разгораться. Дровишек вот сюда сбоку подкидать еще. То есть полностью это не прогорело. Я ее запихнул, наверное, часов 5 назад, наверное. Да, если не больше. Нормально. Она только начала гореть еще. Да, угли светятся. Хорошо. Сейчас сделаю, чтобы горело нормально. В принципе, и сама разгорается, но ускорим процесс. Ускорим процесс. Ну все, думаю, теперь пойдет. Все будет нормально. Закрываем. Судя по тому, как тут полыхает, разгорелось. Хорошо. Посмотрим. О, да. Полыхает вовсю. После того, как под крышей запенил, ну так не вижу, чтобы явно где-то что-то светилось. Но, например, вон там я явно пропустил. И где-то еще видел, вот, вон там тоже светится. С этой стороны, в общем-то, все хорошо. Такого, на что мне не хватило пены и что я пропустил явно, не сильно много, но есть. Это все точки ухода тепла. Хочется с утра сегодня конкретно позавтракать. Наконец-то обновил свой походный наборчик для приготовления пищи. Котелок сделан из крышки армейского котелка. Ну, крышку из своего куска алюминия сделал. А вот эта часть прямоугольная, да. Можно еще усмотреть в ней изгибы армейского котелка, хотя, конечно, уже давно они практически он прямоугольно-овальный. Наконец-то дошли руки его это дело покрасить. Спустя несколько лет крышку сделал белую, чтобы меньше излучения было в эту сторону и слой краски побольше сделал. Здесь слишком высокой температуры нету, так сказать, и теплопроводность уменьшил, ну и тепловое излучение уменьшил. А котелок покрасил снизу черной краской и сбоку, именно где он должен поглощать интенсивно тепловое излучение, непосредственно тепло. Вот у меня там есть сейчас запас топлива, но я буду на газу готовить. Можно было бы и в печке, но я не хочу в сажу мазать. Без крайней необходимости ее потом очищать придется. Опять же, сажа уменьшает поглощение тепла. Ну и обновил печку моей конструкции, Гордейку 2. Покрасил. Ей уже много лет. Сделано было из оцинковки. Уже там она облезла, ржаветь начала. Ну вот. Белой термокраской покрасил. Белой из-за того, чтобы меньше она, во-первых, отражала тепло, ну, излучала тепло, чтобы меньше, а во-вторых, чтобы отражала именно больше тепла в сторону самого котелка. Вот так.
от нагретых вещей, чтобы отражала. Ну и заодно будет хорошо видно, насколько она в саже и так далее. Дровами, признаться, не люблю пользоваться, предпочитаю угли, с них сажи нету. Собираем легким движением корпус печки. Все. Сейчас попробую пристроить ее на Танюхином столе. Или, не знаю, может, на печке лучше. Не, лучше на столе, мне удобнее будет. Я, возможно, привяжу ее. Мне тут, скорее всего, снега навалило столько, что скоро он не растает. Поэтому надо, наверное, приспосабливаться тут готовить. Еще я в этом походе не готовил. Вот третий день уже. Я еще не готовил. Формат делаю именно сейчас под котелок такой. Так. Сейчас сделаю по-быстренькому. Собственно говоря, печка-то горит. Можно было бы котелок и туда ставить, но я предпочел бы дождаться углей, а это долго. Изготовлю на газу. Кстати, сделал вот эти трубочки, одел из ПВХ с таким расчетом, чтобы можно было снимать, чтобы можно было полностью ставить туда в печку. Остальное все термостойкое, кроме этих трубочек. Вот. Но они съемные. Трубочки, чтобы можно было за горячее не хвататься, когда здесь на гордейке готовлю. В этот раз в наборе, помимо печки, еще запас топлива аварийный, парафин с плавающими фитилями. Так, ну, как обычно, 2 чашечки. Одна для еды, одна для каких-нибудь углей или, например, сухого горючего. Или еще для чего-нибудь подобного грязного. Так, ну и здесь штыри для печки гордейка. 2 сетчатых дна с оцинковки. Кстати, тоже покрасил. Попробовал вот такую сетку применять. Ячейка у нее помельче. Заметил, в принципе, зола хорошо проходит, воздух хорошо проходит. Как раз на вот такой формат. Например, если дрова и сплошную, вот так можно ставить. В принципе, достаточно и одной для дров. Ну, например, если угли положить, то вот так 2 штуки. Как раз они в этот формат помещаются вот в такой в овальный. Это мне пока не нужно. Положим пока в чехол. Фольга на всякий случай. Если надо, следов не оставлять. Если надо, крышку утеплить. Так. Пускай это пока тут. Ну и, в общем-то, все, что мне сейчас к самой печке надо, это, поскольку на газу готовить буду, парочка вот таких подставок непосредственно под котелок. Штук. Это у нас вот сюда. И с той стороны. Опа, вот так. Все, одна стала. Они так согнуты, чтобы не выпадали. И при этом, чтобы легко вставлялись. Так, и на эту сторону. Я просто помню, какое отверстие надо для высоты котелка нормально, чтобы становился. Закрепил там проволочкой. Здесь проволочкой закрепил. Ну и баллон прямо за горелку подвесил так, чтобы в нужное место мне огонь был. Так. Ставим котелок. Слегка фиксируется. Да, и хорошо даже. Можно будет, если что, уровень поправить. Так, наливаем воды. Сильно барахлит уровень.
Ну, есть небольшой наклон в ту сторону. Это сюда вот так немножко, да? Ну, в целом пойдет. Можно особо не париться. Вот так можно сделать. Вот так. Все. Ровно стал. Практически по уровню. Сразу, наверное, приготовлю все, а то закипеть может очень быстро. Так, сухое картофельное пюре со шпинатом у меня и жареным луком. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хватит? Интересно. Ладно. Посмотрим. Еще не готовил это пюре. Хорошо. Вроде нормально выглядит. Практически упирается прям в дно. Даже фиксируется им. Это хорошо. Ну, отлично. Никуда в сторону не улетает. Добавить масло. Отлично горит. Так, что у нас там? О, да оно уже кипит. Упс. Так. Опа. Заливаем блюдо. Красота. Ну и сразу поставить воды на какао. А это надо перемешать. Густеет славно. Так, тут перемешать тщательно. Добавил соль, приправы и масло. О, порция такая знатная пюрешки. Обожрусь нафиг. Так, это пока прикрыть, чтобы сильно не остывало. Так, и сразу на какао. Воды. Так, наверное, только достаточно будет. Закипит быстрее вдвое. Наверное, какао тут буду заливать и сразу на печке оставлю, чтобы горячим осталось. Пока я есть буду. Так, что там? О, по-моему, вполне нормально получилось пюре. В общем, примерно на пол-литра 8 ложек я положил. Из этого будем и исходить. Ароматная. Пускай немножко остынет, а то с голодухи обожгу язык. Тряпочка моя. Так.
Напоминаю, смысл печки в том, чтобы греть не только дно, но и в том, чтобы греть стенки, потому что их площадь больше, чем у дна посуды. В общем-то, работает оно, конечно, и как ветрозащита, оно и похоже на ветрозащиту. Но прежде всего, это универсальная печка для разных видов топлива. Газ, парафин, масло, дрова, угли, спирт, все что угодно. Все, что может гореть, все туда можно запихнуть. Компактно попадает газ. Думаю, расходится по дну, так что особо тут сильно горячий выходит. Нет, даже не чувствую, так вот. Для руки безопасно. Что там такое? О, закипело. Газ выключаем. Опа. Так, здесь у нас какао. Немножко даже лишняя вода. Нормально, вылью сейчас в картошку. Опа. Какао с молоком и сахаром. Пар такой везде идет. Правильно сделала, что приготовил все заранее. Закипает моментально. Все, больше пока не надо. Думал, может, двойные порции делать. Не, я так стационарно закрепил. Теперь очень быстро, легко готовить можно. Так. Здесь перемешать. Думаю, эта вода легко впитается. О, да. Там явно пюре с запасом довольно густое получается. Так что я думаю, можно на такой объем, если что, и 6 ложек, наверное, хватит. Ну, 8 хорошо погуще будет. Горяченькая. Так. Не стал подливать, размешивать с небольшим количеством горячей воды. Подумал, да какая разница, ну плавают там комочки и плавают. Может, как-нибудь в другой раз выпью я и с комочками. Съестся оно в любом случае. Все, сахар растворился. Все, это пока на печку. Горячее остается. Сухариков насыпал. Вообще классно Танюха сделала тут. Нормально сидя достаю до стола. Классно. Приготовил наконец-то еды. То вчера целый день не ел, поел уже почти ночью. Один раз. Сегодня решил пораньше. Что, так вполне вкусно. Картошка со шпинатом и жареным луком.
Мне кажется, там... А, ну это ж морковка с приправ, которую я добавил еще. Вот это порция пюре. Нормально так покушать. О, вспомнил. У меня еще соевый соус был. Соевым соусом. Еще можно немножко. Ну-ка. Класс. Дорвался до еды классной. Супер. Хлеба и зрелищ. Классно Танюха тут все сделала. Сидишь в окошко, смотришь. Стол перед тобой. Печка теплая рядом. Вообще круть. Круть. Ну а теперь еще и готовить на газу можно. Классный сегодня денек. Чистое небо полностью. Реально чистое небо. Обалдеть. Надо же. Сегодня небо чистое. Сразу два аккумулятора заряжаются. Спокойно я смотрю. Я еще панельку поставил так. В снегу зафиксировал. Как раз почти под прямым углом к солнцу получается. Да, солнышко сегодня капитально светит. Казалось бы, короткий путь отсюда до туда. Но, однако же, стоит высоко пока что. Так. Немного ветка затеняет, но зато листьев нету. Ярко везде. На солнце даже подтаивает слегка. Ну-ка, цепочка следов. Животинки какой-то. Что-то не сильно крупное, наверное, размером с лисицу. Поблизости от домика. Рядом с рукой небольшие следы. Пытаюсь найти, где воды набрать. Подо льдом слышно, но долбать долго. Ночь холодная была. И там вот впереди вроде как более явно слышно. Возможно, на поверхность выходит. Там вот тоже сильно журчит. Но там широкое место, я его знаю. Здесь бывал уже. Там перейти сложно будет, не провалившись.
Нет, тоже все под снегом и подо льдом. Ну-ка, сильно толстый, интересно. Не получается палкой пробить. Но тут поток сильный. По крайней мере, если раздолбаю, то набрать получится. Ничего, воду нашел. Там, где в прошлый раз набирал, там слишком сложно спускаться. Я вчера лазил в темноте, по склону поехал, одну палку трекинговую сломал. Так выхожу с одной пока. Нормальная такая лунка получилась. Шел Танюхе в домике бутылку с целой ручкой. А то у меня отломалась, поэтому с рюкзаком вчера ходил. Это можно так донести. Там немного льда есть у нее, но думаю, на печку поставлю, все растает нормально. Кроме того, эта бутылка кажется больше моей, это, наверное, 6-литровка. О, нормально. Кружку захватил. Еще по полкружки набирается. Струйка такая здравенькая. Все, пора в обратную дорогу. Ну, это мне еще хватит на 2-3 дня. Там еще Таня закончилась, но я, раз уж у меня сегодня отдыхальный день такой, решил побаловать себя поисками воды. Да, знаю, многие скажут, зачем, дурак, воду ищешь, вокруг тебя снега столько лежит. Ну, в ней, в снеговой воде, нету минералов. Ну, во-вторых, ее слишком долго плавить, греть, это все потери тепла будут в домике. Ну а на газу там газа раза в 3 больше уйдет, потому что надо сначала снег охладить до 0 градусов, потом надо кучу энергии, реально кучу, на фазовый переход из твердого в жидкое состояние, то есть очень долго будет
при нуле. Греть, но будет все равно 0 градусов. И только потом вода с нуля начнет нагреваться вот до кипения. И потом опять же еще один фазовый переход, но это уже обычный, который приходится нам терпеть, если воду кипятим. Представляете, юмор ситуации. Только сказал, нашел у Танюхи бутылку с ручкой. Ну, не любят ручки меня. Вот бутылка лежит, ручка в руках. Придется, видимо, на плече нести. Вот так вот. Надо было все-таки не лениться, рюкзак взять. И на горбу нести неудобно. Так вот, как ни странно, спас меня топор. Вернее, его веревочка. На рукоятке, которая... Благо у него рукоятка с рифлениями. Нормально можно взяться. О, все, так и пойду. Признать, рукоять топора даже удобнее, чем родная, которая отломалась. Хорошо, что отломалась, я даже не знал. Никогда бы не подумал, что придется веревочку от топора применять для чего-то, кроме самого топора. Ой, фу. Обратно в горку. Взмок, вспотел, пока обратно залез. Хотя здесь, конечно, легче, чем когда до этого ходил. Ну, а тут солнце еще. Там уже в глубине ущелья давно уже темень. Солнце уже над самым горизонтом. Еще чуть-чуть и все. Птички проснулись. Весну чуют. Нифига себе весна. Неожиданно для меня такую зиму здесь застать. Я привык, что тут зеленая травка в январе в этих местах. А тут нифига. В этом году в феврале не только у нас снега насыпало, но и здесь на 500 километров южнее. А в Москве на 1000 километров севернее нас люди жаловались, снега нету. Вот так вот. Север смещается на юг. И у меня получился поход на южный север. Кто бы мог подумать, что здесь так снегом все засыплет. Ну да, это, конечно, не как в Сибири слой снега, но это много. У нас даже дома столько снега лежит сейчас. Вспомнил, вчера у меня парочка дровяняк неплохих получилось на дровах. Фух. Обычный такой узелок самозатягивающийся. Опа, все. И самозавязывающийся, саморазвязывающийся. Так, топор спас меня. Спас меня от рукоятки. Ну вот, еще воды на несколько дней. А эти остатки снял, чтобы не мешали веревку цеплять. Ну и домой, конечно, в домик захватил. И солить не хочу, и опять же это топливо. Последние лучи солнца.
хотелось бы еще дырки позатыкать, еще так и не прошелся. Как все-таки быстро здесь темнеет. Фу, в это время года. Кстати, печку вообще не тушу. Либо в тлеющем состоянии поддерживаю, либо уже конкретно кочегарю. Но в основном все время горит, угли не тухнут. Приятно так, когда с водой возвращаешься, а из трубы дым идет, печка горячая. Даже снаружи слышно, как пламя в печке бушует. Возвращаюсь, а тут 8 градусов тепла внутри. Хорошо. Приятно в тепло возвращаться. Где красиво мох налеплен, обдирать жалко уже. Сгребаю, где тут поближе, там листики какие-то есть. Что тут самое сильно светилось. Вроде так подзалепил уже. Ну еще кое-где. Ну так пальцы не проскакивают уже. До этого рука проходила между камнем и бревнышком. Светилось, видел. Все, тоже затолкал листьями. Здесь вот возле двери тоже светилось. Ага, вот пальцы проходят туда. Но тут можно этим же мхом заделать. В принципе, вот так. О, уже лучше явно. Так, тут вот чуть-чуть надо. Кусочек мха. Небольшой хотя бы. Вот так. Все. Тут заткнуто. Что тут с этими дровами, которые случайно у меня образовались, пока я дверью занимался? Раз, два, три. Так, это влезет. Раз, два, три. Так. Это, похоже, надо укоротить малость. Где-то вот так вот. Иначе неудобно складывать. Попробовать ее просто отломать. О! Так. О! Все, ничего не торчит. Теперь они одинаковой длины. Это тоже дрова. Еще немножко мелочевочки. Ладно, попробуем. Она так влезет. Еще что-нибудь отпилить пойти.
Щелки есть. Так, это что у нас? В горах темнеет быстро, и до темноты осталось совсем немного времени. Ну, не прошло и полчаса. И куча дров готова. Ой. День отдыха сегодня. Но дрова-то все равно надо заготовить, иначе как ночевать. Да, скорее всего в палатке и так бы нормально пережил бы. Но хочется с комфортом сидеть в домике спокойно. Ну вот наглядно видно, что сейчас в дровянике достаточно пусто, да, здесь. Но тут вон лежит какая кучака дров. Сейчас я все перекидаю, посмотрим, сколько получится. Эх, если бы и правда все было настолько быстро, как в ускоренной съемке. Самое. Они уже туда не влазят, уже забил вообще сплошняком. Фух. Ну вот, для наглядного става, да, вон там было внизу, все засыпал дровами. Все, закупориваемся. Так, петелечку на место. Ну, наверное, надо этот просто сразу прикрыть. Все теплее будет. Посмотреть там ночью не на что. Пока что. Луны не видно.
Все. Все, закупорено. Задвинуто. Дрова заготовлены. Так, солнечная панель уже не работает. А работала неплохо. Работала неплохо. Так, что это у нас? Такая удобная. На такой можно в этих углях ковыряться. Гладкая, не тяжелая. Так, все, тут, по-моему, все нормально. Все, еще немножко утеплился, щели позатыкал. Не, ну сейчас хорошо. Хотя оттуда вот заходил, перчатка мокрая. У пилы алюминиевая ручка. Здесь вот перчатка прилипала сюда. Там мороз. Мороз там. Так, перчатки сушкованить. Все. Можно поесть, приготовить и спать. Сегодня можно заснуть пораньше. Я достаточно хорошо утеплен. Больших морозов не боюсь. Можно залечь, отоспаться капитально. А то вчера в час только спать лег. В час ночи. Что там у нас в печке? Ага. Вижу, одна большая прогорела, а вторая еще целая лежит довольно-таки. Можно подровнять и сюда напихать еще к ней друзей. Ой. Прилег на чуть-чуть на бочок полежать на кроватке. И похоже меня малость вырубила. За это время смотрю, там дрова сами разгорелись на углях. Думаю, нужно это дело малость ограничить, а то слишком быстро прогорят. Ну, щель закрыл. Все. Сразу немножко меньше тянуть начало. Нормально, вровень.
Лапша с грибным бульоном. Поставлю-ка я ее на печку. Там она дойдет лучше. А сюда кружечку. Еще. Ой, так. Сделал очень простое крепление такое, которое легко, моментально снимается. Просто два проволочных крючочка. Вот так вот. И все. Просто кусочек медной проволоки. Сделал именно, чтобы быстро снималось. Ну, это сейчас вот на лету, не из дома. Проволока у меня обычно есть с собой для всяких таких штуковин быстрых. Вот, например, печку закрепил проволокой, чтобы она упасть не могла, закреплена была. Потому что стол такой неровный. Кстати, ножки изгибаются, вот так вращаться могут вокруг своей оси с натягом. Ну, сейчас, кстати, дверка не понадобилась, потому что газ вставлен отсюда. И я позгибал их так, чтобы они попали в дырки между палками. И за счет этого оно, в общем-то, стало достаточно ровно. Он там, это здесь между палками, это там. То есть оно, в принципе, стоит на железяке, а не на самих ножках здесь. Несмотря на то, что такая неровная поверхность, все равно печка-трансформер приспособилась. Ну, а эту сделал быстросъемную, чтобы можно было и печку разжечь быстро, если что. Еда стоит на теплой печке. Какао, супчик. Сейчас в середине домика 8 градусов тепла. Пойду посмотрю, что на улице творится. Так, ну что, в общем-то, тут видим. Видим минус 11 и 1. Вот так вот. В общем-то, повторяется вчерашний вечер. Ну да, холодно тут, холодно. Кстати, я в середине домика, когда стою, вот так под крышей головой, я чувствую, что здесь очень тепло. Но вон видно, что 14,5. Вот, а на улице минус 11 мороза. А тут плюс 14,5 градусов. Прибавляется даже. И это даже, кстати, не над печкой. Печка дальше. Это именно вот в середине я стою. Именно под крышей. Кстати, вот настолько тепло под крышей. Надо будет утром глянуть, если снег не сойдет весь. Значит, мох, которым Танюха заделала крышу снаружи, достаточно неплохой изолятор в этом плане. Кто еще не знает или забыл, напоминаю, эту зеленую хижину полностью самостоятельно построила в одиночку смелая женщина Татьяна Гордеева. Ссылка на ее канал есть в описании этого видео.
И если вы еще не видели у Татьяны на канале, можете посмотреть весь процесс строительства этой хижины с самого начала. Как она копала и выравнивала площадку под хижину в весьма каменистой почве горного леса. Как она тягала тяжеленные бревна и как делала из этих тяжеленных бревен прочный каркас для хижины. И как она носила в рюкзаке тяжеленные камни для строительства каменной печки внутри хижины. Что за вес такой? Ой, кладу. Ух. И как выкладывала из этих камней печку. А также можете увидеть, как Татьяна много дней жила в горном лесу, пока занималась строительством хижины. Ну так вообще Танюха, конечно, отгрохала избину капитально, в том плане, что на улице морозяка такой. Нормально, мне тепло, спится и никуда уходить не хочется. Планы были несколько другие, с палаткой полазить, но по такому морозу что-то я не хочу. Лучше я здесь что-то полезное сделаю, мне тут нравится. Я не ожидал, что тут настолько уютно будет у Танюхи в избе в этой. Здорово. Кстати, когда лицом к печке стою, прям такое излучение чувствуется, в лицо идет. Сейчас она довольно хорошо горит, прям жар такой от нее. С мороза, особенно когда зашел, вообще прямо в лицо так. Но однозначно утепление помогло сделать здесь более теплые условия. Мне явно сейчас теплее, чем было до изменений последних. Сегодня еще дырки позатыкал. Очень даже эффективно вышло. Надо будет завтра проверить, возможно, где-то еще светится. Я сегодня опять припозднился и наиболее крупные только заделал. Возможно, где-то еще что-то теряет. Но уже глобального такого ничего нету, в принципе. Ну что тут? Лапша настоялась, я думаю. Тут, похоже, мне еще на утро останется. Так, добавим соевого соуса. Так вот. Так, еще я хочу к ней томатной пасты добавить. Так. Томатная паста. Вместо кетчупа будет. Все, можно есть. Можно было бы еще сыра покрошить. У меня твердый сыр есть. Но не лень. Может быть, завтра. Не последний день, я думаю, суп ем. Да. Горячая такая, что даже трудно руками удержать. Вот что значит на печке стояла. Я тут и какао сварил за это время, и по улице погулял, и температуру поизмерял. Хорошо получилось. Даже грибы чувствуются, как ни странно. Да у меня прям разнообразное питание. Утром пюре. Сегодня вермишель вечером. Хорошо. Томатная паста, где попадается, вообще экстаз. Так, ладно. Буду есть. Вам, кто ест, приятного аппетита. Вернусь с видео с какао. Нифига себе. Полипропиленовая кружка плавиться начала. Офигеть. Да, аккуратно надо на печку ставить. Ну, она как бы, где, конечно, это само какао, оно не расплавилось. Но кромка прилипла, да. Блин, аккуратно надо. Так что печка такая, что даже полипропилен может расплавить. Это градусов 150-200, наверное, нагрелось уже. Так, чего мне надо? Надо мне
Не хватает мне сухариков к сладкому какао. Ржаных сухариков. Что, хватит для начала? Ёлки, я 2 раза в день поел. Это что-то небывалое в походе. Шикарнейший десерт получился. Специально пачку какао взял, сухого молока и сахара. И килограмм ржаных сухариков с листичками. Ну, не знаю, лисичек я там особо не чувствую, но солененькие, жирные, самое для похода. Хорошо. Сегодня хотя бы спать пораньше лягу. Ладно, как спать укладываюсь, уже, наверное, снимать не буду. Зачем? Так что спокойной ночи. Сейчас допью и все. И дрыхнуть. Вот же наивный. В это время я не мог даже предположить, что спокойно поспать этой ночью у меня не получится из-за пожара в хижине. И проснувшись часа в 3 ночи из-за запаха дыма, я буду несколько часов до самого утра заниматься активным пожаротушением. И позднее я еще не раз подумал, как же хорошо, что я все-таки сходил днем к ручью и сделал запас воды. И что емкости с водой поставил максимально близко к палатке. Это все помогло максимально быстро справиться с наиболее сильным огнем. Загорелась изба над печкой. Вот пока и все. А продолжение следует. Неожиданно для себя самого, из-за аномальной погоды, я выживал в зеленой хижине почти полмесяца вместо планировавшихся всего 1-2 дней. И приключений оказалось предостаточно. В одну из ночей я даже пережил в зеленой хижине самый настоящий пожар. Да, я не шучу. Впрочем, все закончилось благополучно. Поэтому, если видео показалось вам интересным и хотелось бы увидеть продолжение, подпишитесь на мой канал и нажмите колокольчик, чтобы сразу узнавать о выходе новых видео.